Если хочется поиграть во что-то со средневековой атмосферой, где тебя окружают замки, деревни, рыцари, к примеру, и ты хочешь построить свое поселение, сражаться на мечах или просто исследовать мир, то я собрала несколько игр, которые хорошо передают настроение той эпохи. Одна из них, очень классная. Всем здрасте, с вами Настя, приятного просмотра. Kingdom Come: Deliverance 2. Это продолжение реалистичной средневековой РПГ, действие которой разворачивается в Европе 15 века. Игра продолжает историю Индриха для друзей Генри. Сюжет начинается вскоре после событий первой части. История стала еще масштабнее, теперь она охватывает больше городов, крепостей и регионов средневековой Чехии. Ты можешь свободно исследовать мир, выполнять задания, участвовать в сражениях, охотиться или заниматься ремеслом. Еще вкусняха игры – одна из самых необычных боевок среди РПГ. Сражения построены на реалистичном фехтовании, где важно направление ударов, блоки, выносливость и техника владения оружием. Развивай перса, учись фехтованию, верховой езде, стрельбе из лука, взлому замков, алхимии и другим ремеслам. Также в игре присутствует социум. Одежда, репутация, внешний вид и поведение героя влияет на отношение NPC. Грязная броня, кровь на одежде или плохая репутация могут изменить реакцию людей. Kingdom Come: Deliverance 2 еще больше внимания уделено живому миру. NPC имеют распорядок дня, работают, отдыхают, путешествуют и реагируют на действия игрока. Интересный факт. Разработчики старались воссоздать быт, архитектуру, оружие, одежду и даже повседневную жизнь людей 15 века максимально достоверно. Для создания игры они использовали реальные исторические документы и локации Чехии, поэтому многие города, замки и даже дороги в игре существуют в реальности. Также интересная деталька: нельзя надеть броню, если под ней ты голожопик. War Tales. Ролевая игра с открытым миром, где ты собираешь команду наемников, берешь контракты, выслеживаешь преступников, исследуешь руины и древние гробницы. Деньги здесь зарабатываются тяжко, и иногда не самыми честными способами. Каждый боец в отряде имеет свои навыки, характер и стиль боя. Ты можешь развивать персонажей, давать им новое оружие и броню, обучать их различным способностям и постепенно превращать свою команду в сильный боевой отряд. Сражения проходят в пошаговом тактическом режиме. Нужно грамотно расставлять бойцов, использовать способности и учитывать окружение. Но жизнь наемников — это не только бои. Тебе нужно следить за своими булочками, платить им зарплату, добывать еду, лечить раненых и поддерживать мораль. Пожарим шашлычок в лагере, чтобы повысить боевой дух. Потерпи чуток, совсем скоро потеплеет. Посещай города, деревни, шахты, леса, руины и лагеря бандитов и ищи задания, добычу и новые возможности для заработка. Также в игре есть кооператив, поэтому ты можешь проходить игру вместе с друзьями, вместе веселее, так сказать. Интересный факт. В игре существует множество скрытых механик. Например, некоторые диалоги и события могут открывать дополнительные варианты развития происходящего, если в инвентаре есть определенные предметы. Комьюнити также обнаружила, что многие квесты имеют альтернативные концовки. Иногда исход события зависит от навыков, персонажей, инвентаря или репутации компашки. Bellwright. Это средневековая игра с открытым миром, где выживание, строительство и политика переплетаются с историей восстания против короны. Начинаешь как человек, которого несправедливо обвинили в том, что ты мочканул принца, и приговорили к казни. После побега приходится скрываться, а если трушно, то за обвинением стоит настоящий заговор. Постепенно из беглеца ты становишься лидером сопротивления. Путешествуй по лесам и деревням, исследуй руины, добывай ресурсы, охоться и строй собственное поселение. Да, твоя главная задача — управлять и развивать населенный пункт. По мере развития маленький лагерь превращается в полноценную деревню. Новые жители присоединяются к твоему делу, помогают в добыче, работают в мастерских или становятся солдатами и встают на защиту. Боевая система основана на направленных атаках и навыке владения оружием. В твоем распоряжении мечи, топоры, копья, молоты и луки. А успех в бою зависит не только от экипировки, но и от правильной тактики. Зови друзей командовать отрядами, обучать солдат и участвовать в масштабных сражениях за освобождение территорий. Интересный факт. В интервью разработчики отмечали, что одной из главных целей было создать максимально живую симуляцию средневековой жизни. Поселенцы должны выполнять реальные роли. Разные здания используют разных рабочих, и эффективность производства может сильно меняться в зависимости от распределения задач между жителями. После этого деревня начинает сама производить ресурсы и поддерживать экономику. A Plague Tale: Innocence. Атмосферное приключение с глубоким сюжетом, действие которого разворачивается во Франции XIV века во время эпидемии чумы. Ты отправляешься в путешествие
путешествие вместе с Амицей и ее младшим братом Хьюго, которым приходится взрослеть слишком рано и учиться выживать в жестоком мире. После нападения Инквизиции их дом разрушен, и теперь им приходится бежать через опустошенную Францию, где вокруг царят страх, болезнь и хаос. Мир игры мрачный и опасный. Деревни разрушены, города охвачены чумой, а улицы и поля заполонили огромные полчища крыс, уничтожающие все на своем пути. Большая часть приключений строится на стелсе. Лезть на рожон такая себе идея, поэтому приходится обходить врагов, использовать окружение и искать безопасные пути. Орды крыс боятся света, поэтому игрок постоянно использует факелы, огонь и световые источники, чтобы прокладывать безопасный путь через зараженные локации. Постепенно Амиция учится использовать прощу, различные смеси и предметы, чтобы отвлекать врагов или решать головоломки. Интересный факт. В некоторых сценах игры на экране может находиться до 5000 крыс одновременно. Для этого студия создала особую систему уровней детализации, где дальние крысы рендерятся упрощенно, а ближайшие анимируются полностью. И еще комьюнити также заметила, что многие локации содержат небольшие сценки и разговоры NPC, которые можно услышать только если не торопиться и наблюдать за происходящим. Nested Lands. Мрачная игра про выживание и развитие собственного поселения в мире, разрушенном чумой. Начинается все довольно хардкорно. Вокруг разруха, люди погибают от болезней, а земли наполнены бандитами и выжившими в глубоком отчаянии. В таких условиях приходится собирать людей, которые еще в состоянии, и строить новое поселение на голом энтузиазме. Сначала это просто небольшой лагерь, но постепенно появляются новые жители, и ты потихоньку начинаешь развивать свою деревню. Строить дома, фермы, мастерские и защитные сооружения. Игра во многом про управление людьми и ресурсами. Распределяй роли и следи за едой, лекарствами и безопасностью деревни. Болезни, голод или нападение врагов способны быстро разрушить все, что было построено. При этом мир вокруг открыт для исследования. Можно отправляться в путешествие, искать выживших, находить ресурсы, исследовать руины и сталкиваться с разными событиями, которые постепенно раскрывают историю этого мрачного мира. Бои происходят в реальном времени, герой становится сильнее, открываются новые навыки, появляется более хорошее оружие и броня. Интересный факт. Туман заражения чумой ограничивает исследование мира. Попытка зайти слишком далеко в зараженные зоны быстро убивает персонажа, что создает своеобразную систему естественных границ карты. Комьюнити также обратил внимание на систему морали и болезней. Если игрок плохо управляет поселением, болезнь может распространиться среди жителей и постепенно разрушить всю общину. А в какую игру про средневековье ты играл? Обязательно поделись мнением в комментариях. Если тебя что-то заинтересовало, то моя миссия выполнена. Подписывайтесь на канал, кто не подписан, ставьте лайки и пишите комментарии. А главное, берегите себя и берегите свое здоровье. С вами была Настена. Всем пока-пока.